Кремль готовит переворот в Молдове. Польские протестующие вместе с полицией на границе не пускают пассажирские автобусы, а в РПЦ открылась школа блогерства. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Швеция официально в НАТО, и это злит Путина, думает Йенс Столтенберг. Президент Путин начал эту войну, и он мог бы закончить ее сегодня. Но у Украины нет такой возможности. Капитуляция – это не мир. Украинская разведка готовит масштабную операцию в оккупированном Криму. Це перевірка правильності, скажімо, наших тверджень про шляхи підходу і відходу звідти. Грузия требует Украину выдать сторонников Саакашвили и грозит ухудшением отношений. Прежде всего, для нормализации отношений крайне важно и необходимо, чтобы украинская власть выдала Грузии преступников, которые сейчас занимают высокие должности в ее администрации. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии, не забывайте подписываться на все наши ресурсы и все наши каналы. Это совсем не сложно. Поехали. Польские протестующие совместно с полицией останавливают автобусы с украинцами на границе, пишет министр инфраструктуры Украины в соцсети X, бывший Twitter. Эти действия недопустимы в отношении граждан Украины. Во время войны в Украине пассажиры таких автобусов – это женщины с малолетними детьми, социально незащищенные слои населения, военнослужащие, которые возвращаются или едут на учебу. Официальные структуры Польши на момент записи этого видео на пост министра никак не отреагировали. Украинский консул в срочном порядке выехал в пункт пропуска Ягодин-Дорогуск. Спецоперация в Крыму. ГУР готовится к проведению серьезной операции на оккупированном полуострове. Підготовчі всі заходи до серйозної операції в Криму. Це перевірка правильності, скажімо, наших тверджень про шляхи підходу і відходу звідти. Крім того, це гарний такий посил для населення, яке живе в окупації вже 10 років. Багато хто з них вірить в те, що їх забули, кинули. Там не всі так гарно це сприймають, як здається. Є люди, які люблять Україну, але вважають, що її зрадили. Таких людей багато, до речі. Дуже багато там лишилось. Несложно предположить, что если начальник разведки предупреждает о секретной операции, то она перестает быть секретной. Но, видимо, как раз в этом и смысл. За всеми переворотами на территории Украины стоят страны НАТО, говорит официальный представитель российского МИД, практически символ российской дипломатии. Вы знаете, здесь им просто приходится это уже констатировать, а мы об этом говорим все эти годы. Причем мы говорим об этом не только с февраля 2022 года, мы говорим об этом все последние десятилетия. Ведь за всеми переворотами на Украине, за всеми так называемыми майданами стоят именно натовские страны. Они обучали украинских боевиков. Они на территории стран Прибалтики и, кстати, в первую очередь на территории Польши разворачивали специальные лагеря по подготовке боевиков, рекрутируя их из граждан Украины. И не только, в том числе и из иностранцев. Под видом так называемых помощников, инструкторов, советников и советчиков они сами принимали участие в государственных антиконституционных переворотах на территории Украины. Вспомните Майдан 2013-2014 года. Посмотрите с точки зрения сегодняшнего дня, ведь это все представляет собой настоящее, слаженное боевое действие. Какую войну имеет в виду Мария Захарова в 2013-2014 годах? Может, выдала какой-то секрет государственный. Но, тем не менее, представители стран НАТО продолжают высказывать свои мысли по поводу отправки войск в Украину. Министр обороны Словакии, в принципе, предложил вместо того, чтобы отправлять свои войска, отправить украинских мужчин обратно. А президент Чехии говорит, что войска НАТО в Украине не нарушают никаких международных правил. Если бы мы могли договориться с союзниками, что, например, вместо того, чтобы обучать украинских солдат на территории стран-членов НАТО и перебрасывать тысячи военнослужащих, скажем, в Польшу или Чехию, было бы гораздо разумнее перевести несколько десятков инструкторов на территорию Украины и обучать там украинских солдат.
После оккупации Крыма и Донбасса на украинской территории действовала учебная миссия НАТО, в которую в свое время входило более 15 стран и насчитывалось около 1000 человек, добавил президент Чехии. К чему такое может привести и прав ли был главный польский дипломат Сикорский, говоря о том, что войска НАТО уже на территории Украины? Об этом мы расспросили эксперта. Вот обратите внимание, например, в Соединенных Штатах Америки происходит постоянный мониторинг переданной техники для Украины. И в принципе такая система мониторинга отлажена с нашими всеми партнерами, которые так или иначе передают нам вооружение. Этот же мониторинг не может происходить без специалистов. То есть просто сотрудники посольства этот мониторинг делать не могут. Соответственно, как я понимаю, есть соответствующие технические миссии, которые находятся в Украине на постоянной основе, которые это мониторят, которые получают необходимый фактаж о потребностях Украины и передают в свои государства. Ну, как минимум, да, военный атташат наших партнеров, он всегда присутствовал в Украине. Но нужно понимать такую вещь, что я не могу назвать это прям натовскими специалистами, это специалисты государств-членов НАТО, но это не натовские миссии. И из той публичной информации, которую мы видим, это может быть американская миссия, британская миссия, миссия французских военных специалистов, немецких и так далее, и так далее. То есть в этом контексте это абсолютно логический процесс, когда передается оружие и взамен Украина формирует список потребностей, которые нам нужны. То есть в этом нет никакого секрета и раскрытия каких-то раскрытия какой-то тайной информации. Швецию официально приняли в НАТО. На церемонии поднятия флага в штаб-квартире Альянса присутствовали премьер-министр страны и кронпринцесса Швеции, не говоря уже о руководстве НАТО. Но разговоры в основном касались все равно Украины. Столтенберг накануне заявил, что это пополнение НАТО стало ударом для Путина. Когда 2 года назад президент Путин начал свое полномасштабное вторжение, он хотел, чтобы НАТО было меньше, а контроль над соседями больше. Он хотел уничтожить Украину как суверенное государство, но ему это не удалось. НАТО больше и сильнее, Украина ближе к членству в НАТО, чем когда-либо прежде. И пока храбрые украинцы продолжают бороться за свободу, мы стоим на их стороне. Президент Путин начал эту войну, и он мог бы закончить ее сегодня. Но у Украины нет такой возможности. Капитуляция — это не мир. Мы должны продолжать укреплять Украину, чтобы показать президенту Путину, что он не получит желаемого на поле боя, а должен сесть и договориться о решении, при котором Украина будет признана и станет суверенным, независимым государством. Что меняет увеличение количества членов Альянса до 32? Станет ли россиянам страшнее в Балтийском море, а остальному миру спокойнее? Поговорили об этом с экспертом. Тут есть политический символизм в том, что государство, которое было нейтральным, вступило в блок. Это прямой результат российской агрессивной политики. То есть, точнее, ее провала. То есть они хотели границы НАТО 1997 года, получили границы НАТО 1924 года. С расширением на Финляндию, Швецию и с большой вероятностью вступлением Украины в НАТО при определенных обстоятельствах. Это политический символизм. Второе, с точки зрения военной структуры, то я думаю, что учитывая, что теперь Швеция получила натовский зонтик, они смогут больше помогать на двустороннем уровне для Украины в плане передачи соответствующей техники и даже, возможно, углубления сотрудничества в сфере авиации. То есть они получают зонтик, соответственно, у них расширяются возможности по принятию индивидуальных решений в пользу Украины. Вот такой контекст, он тоже возможен, и об этом многие на Западе как раз таки говорят, что есть якобы инсайды о том, что Швеция
достаточно умеренно вела свою политику поддержки Украины, ожидая как бы вот финализации зонтика НАТО над собой, и теперь у них появляются, у правительства данной страны появляются все более широкие возможности для более углубленной поддержки Украины. История Швеции в НАТО показывает, какие трудности может встретить и Украина на этом пути. Польский президент предлагает договориться и изменить одно из главных финансовых требований НАТО – тратить на оборону не 2, а 3% от ВВП. Также Анджей Дуда хочет, чтобы новая стратегия национальной безопасности была подготовлена до 3-й годовщины российской агрессии против Украины. В Польsce wydajemy ponad 4% naszego... В Польше мы тратим на оборону более 4% нашего валового внутреннего продукта. Мы модернизируем нашу армию, развиваем ее и покупаем самое современное оборудование. Почему? Чтобы соответствовать нашей доктрине национальной безопасности, нашей стратегии национальной безопасности, которая была принята много лет назад и практически неизменна, чтобы иметь максимально возможный потенциал для самозащиты. Президент Польши предполагает, что таким образом будут усилены темпы наращивания военного потенциала Альянса. Кремль готовит переворот в Молдове. Об этом говорит министр иностранных дел страны. И еще говорит, что Москва запланировала множество препятствий на пути Кишинева в ЕС и собирается инвестировать, цитирую, много энергии и финансовых ресурсов, конец цитаты, через своих марионеток, чтобы попытаться достичь своего и пытаться подкупить граждан Молдовы. Россияне учатся и приспосабливаются, и они пытаются использовать демократический процесс против нас, чтобы свергнуть демократическое правительство в Молдове. Министр отметил успехи Молдовы в сфере энергонезависимости и безопасности, но говорит, что еще много молдаван живут российскими страшилками про НАТО. Грузия требует у Украины выдать соратников Саакашвили, бывшего президента страны, угрожают ухудшением отношений. Они требуют выдать Зураба Адаишвили, который входит в состав официальной делегации Украины в ЕС и Германии, и Георгия Лордкипанидзе, бывшего заместителя министра внутренних дел Грузии. Прежде всего, для нормализации отношений крайне важно и необходимо, чтобы украинская власть выдала Грузии преступников, которые сейчас занимают высокие должности в ее администрации. Особое беспокойство вызывает тот факт, что Зураб Адаишвили занимает должность советника генерального прокурора Украины, а Георгий Лордкипанидзе является заместителем председателя службы контрразведки Украины. Грузинское правительство надеется, что украинские власти пересмотрят решения, которые, цитирую, грубо противоречат духу дружбы между Грузией и Украиной, а также между грузинским и украинским народами. Конец цитаты. РПЦ научит священников блогерству. Там запускают целую школу для таких вот служителей, которые проповедуют в интернет. Ведь, как посчитали в издании «Ведомости», аудитория таких блогеров в России растет, и не всегда они имеют одобрение от РПЦ. Он все-таки должен находиться в русле, скажем так, церковной позиции по тому или иному вопросу, особенно если это вопросы, вызывающие большой резонанс в обществе. Школу уже прошли 10 священников, теперь ведут свою деятельность в интернете представители РПЦ более канонически. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Жду ваших лайков, комментариев, репостов и любой реакции. Это важно для нас, для вас и для Ютуба. Ну а у меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.